Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать, что идет в вашу жизнь или как все обернется, как изменится ваша жизнь. И в нашем Таро-прогнозе мы не будем ставить конкретных рамок. Почему? Да потому что, по моему мнению, как минимум мы с вами проживаем тот период, когда на нас будут влиять как минимум 3 очень важных транзита. И первый, безусловно, это переход Плутона в Водолей, который уже состоялся, и с 20 ноября Плутон на 20 лет поселился в знаке зодиака Водолей. И это сами по себе перемены, которые могут означать для нас некоторый переход между прошлым и будущим. Но еще два важных транзита. Это, которые, кстати, на вас очень влияют оба, именно на ваш знак зодиака. Это Нептун, который находится в знаке зодиака Рыбы. И по 7 декабря он будет в ретро-движении, после этого останется в Рыбах, но перейдет уже в прямое. И это всегда вот этот переход, это тоже где-то между прошлым и будущим, а Нептун, он связан с нашими иллюзиями или с тем, что мы чувствуем, чувствовали, может быть, прежде, с тем, что мы, может быть, незаслуженно забыли, оставили, в плане хотя бы нашей мечты. И здесь мы можем подумать, а что это я забыл? Что это я тут про себя как-то плохо подумал или решила, что этому никогда не бывать. Мы здесь как раз можем совершить вот эту перезагрузку, когда к самим себе будем более внимательны. Может быть, конечно, и такая история, когда своего рода прозрение, мы думали, что что-то будет продолжаться, здесь мы видим, а нет. Это, опять же, было у нас на уровне чувств. И второй транзит – это Уран в Тельце. И Телец – это символ нашего благополучия, благосостояния, денег, финансов. Все то, что мы можем осязать в нашей реальной земной жизни. И по 30 января, внимание, это уже 2025 год, в ретро-движении Уран в Тельце, и после этого февраль, март и так далее. Он еще остается тоже в Тельце, но уже в прямом движении. И если нам говорят, Уран, планета, разрушитель, ничего он не разрушает, но он некоторым образом как раз освобождает от того, что не может быть продолжено. Поэтому какие-то сами по себе, мои дорогие девы, перемены за счет планетарных транзитов. И может быть, если мы говорим, кстати, про Уран, то где-то февраль, март, мы будем более конкретнее видеть какую-то ситуацию или обстоятельства извне тоже могут на нас влиять, потому что мир как будто может тоже перестроиться. На все это оказывает влияние вот такие важные транзиты. Ну, давайте мы с вами узнаем, какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни, как видят карты Таро. Останемся, безусловно, реалистами. Но я так думаю, приятное время мы с вами точно проведем. Какие-то подсказки получите. Знаете, эта карта называется «Служанка в ожидании». Ну вот, все то, что я говорила, где-то по Нептуну, ну и по Тельцу, ну и по Урану или по Плутону. Плутон меняет статусы, ломает даже статусы, меняет наши приоритеты, сферу наших интересов, меняет нашу карьеру, мои дорогие, наши цели в целом. Себя уже на второе место не ставить, а поставить на первое. Наверное, для вас. И правда, Дева, ваш знак зодиака, вообще ожидается 25-й год достаточно продуктивным в плане финансов. Но основная задача именно оттолкнуться, что хочет ваша душа. Чтобы вы были более милосердны к себе. Вы очень трудоспособные люди. Вы очень обязательные люди. И вы, правда, можете возложить на себя какую-то меру ответственности и тянуть какой-то воз, буквально груз забот долгое время. Но, может быть, этот груз, он как раз где-то больше состоит из чужих интересов, а вам нужно какой-то свой. Как изменится ваша реальность, давайте узнаем, с чем или с кем это будет связано. Конечно, судьбоносный период, в котором мы с вами проживаем, может еще и означать какие-то внешние факторы, как я уже сказала, или сами по себе неожиданности. Важное событие или чем запомнится вам этот период. Что нового войдет в вашу жизнь? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Неожиданности. Что вам будет помогать или что вас будет радовать?
А что может помешать осуществлению ваших планов? Узнаем. Событие, которое меняет вашу жизнь. Или как изменится ваша жизнь, и изменитесь именно вы, мои дорогие. И у нас еще одна колода. Это колода Ли Анджели Дель Куоре «Ангелы сердца». И это своего рода мини-руководство, 44 карты именно оракула. Я должна сказать, больше они освещают вопросы семейной, личной жизни, любовной истории. И я думаю, это будет полезно. Все же личная жизнь не на последнем месте должна быть, и у вас в том числе. Это всех знаков зодиака касается, но, может быть, для вас, мои дорогие, вот эта перезагрузка будет еще и связана именно с изменениями в личной жизни. И это может относиться как и к тем, кто сейчас люди семейные или в паре, или тех, которые в каком-то сольном варианте. Буду благодарна вашим комментариям, поскольку колода новая. Как это отзывается в вашей душе, мне будет интересно узнать, потому что есть у меня в планах построить второй прогноз на личную жизнь на 2025 год. И я хочу использовать более так шире эту колоду. Итак, достанем карту «Совет». Но откроем это уже в конце. Важное событие. Ох, но это ваша карта. И все то, что я говорила, не поставить себя на второе место, а на первое. Да, король Пентаклей, великий консерватор. И консерватизм часто, кстати, помогает, особенно времена сложные. Вот во времена перемен. Потому что есть финансы, с одной стороны, на которые всегда вы можете опереться. И это в целом в нашем турбулентном мире уже немало. Есть какие-то ваши планы, есть ваш опыт, мои дорогие, который вы уже проделали. И это тоже своеобразное может служить вам базой для каких-то новых начинаний. По этой карте иногда нам говорят о наших близких, и вопросы личной семьи, тогда личной жизни или семьи для вас будет как важное событие или что-то вы можете решать по части вашей личной жизни. В принципе, это может быть и статус ваш тоже меняться. Для кого-то проиграется изменение статуса в связи с новой должностью или по работе. Может быть, это даже когда вы какое-то личное творчество развиваете, и перед вами возможности как и больше денег заработать, так и себя чувствовать более уверенно, но и сместить ракурс общения на какой-то иной уровень. Могут проходить согласования с банками или с какими-то чиновниками, важные документы, бумаги. Здесь тоже может проходить как важное событие. По сути дела, это какой-то материализм. Единственный нюанс. Туговато, сложновато у короля Пентаклей с вдохновением. И может быть, по части вдохновения, я говорила об этом в самом начале, Плутон, заходя в знак зодиака Водолей, нас к большей индивидуальности призывает и дает нам ощущение свободы. И может быть, пересмотр вот этих рамок или каких-то ограничений для вас самих тоже будет как важное событие. Что же нового войдет в вашу жизнь? А если захотите все? Карта мага. Старший аркан. Для вас нет ничего невозможного. И вы, может быть, поймете, вот совершив эту самую перезагрузку. А ведь правда, если я поставлю себе цель и не буду слишком жестко к самому себе относиться, а понимаю, что мне нужно с кем-то договориться или быть где-то гибче, лояльней, то для меня нет ничего невозможного. Есть цель, а методы обязательно найду. Абсолютное, понимание и желание, и одновременно возможности. Вот это все вместе соединить, и получится какой-то ошеломляющий эффект. Что нового? Да вся жизнь может поменяться. Для вас действительно какая-то перезагрузка, потому что, может быть, от какой-то или от какого-то материализма, мои дорогие. Вы окончательно отойдете. Почему? Ведь маг ведь это тоже достаточно материальная карта. И, кстати, холодная карта. Здесь не про бурные эмоции ни разу. Но он очень рационален. Он не просто деньги ради денег, например, или достаток ради достатка. Нет, у него всегда есть какая-то верховенствующая идея, для чего я это все делаю. Да, это великий манипулятор. Это какие-то взаимодействия, которые в совершенно новом ключе. И вот такую концепцию для вас есть возможность, потому что мы спросили, что нового войдет в вашу жизнь. Да, все новое, но
От внутреннего вашего состояния будет зависеть, что вы впустите, может быть, на порог своей собственной жизни. Вот такое я тоже могу предположить. Но для вас нет ничего невозможного. Что же завершится или от чего вы откажетесь сами? Кто-то может завершить прежнюю любовную историю. Может быть, это как была иллюзия, мы с вами говорили. Вы думали, что отношения будут продолжаться. А здесь вы понимаете, да нет, полный стопор. Или в каком-то вопросе вы более как раз и жили иллюзиями. Вот здесь по части Нептуна может проиграться, что вы думали, пусть это даже касалось какого-то вашего личного дела или вашей задумки, что проект, вы тоже предполагали, будет продвигаться. Здесь вы можете пересмотреть как и свои проекты, как и личную жизнь. И вообще то, что вас не радует, вы просто-напросто от этого будете отказываться. По этой карте, значит, мы должны оттолкнуться от такого вопроса. Если вы что-то хотите осуществить, то ваше будет направление правильным в ту сторону, когда зададите себе вопрос, а будет ли мне хорошо? Будет ли для меня какое-то удовольствие, если я продолжу заниматься тем же самым? И если вы говорите «да», значит, следует продолжать. Если вы сомневаетесь или говорите «нет», скорее всего, тут какая-то другая тропа, а может быть и широкая дорога для вас приготовлена. Здесь вы действительно несколько пересмотрите как и свои планы или свои намерения, может быть, даже то, что как цель. Или где-то больше добавите вдохновения как раз. Вот вдохновение будет очень важный фактор, потому что из вдохновения как раз и строится где-то наша мечта, цель, намерение. И по карте мага это то, к чему маг стремится. От этого и зависит что-то новое, новое качество жизни. Давайте узнаем, какова же неожиданность. Вот, видимо, эмоционально где-то вам может быть сложновато себя именно перестроить. Восьмерка мечей, она не говорит о том, что это какая-то помеха. Нет. Карта в этой колоде называется карта больного ребенка. И мы знаем, когда мы болеем, мы искаженно видим мир, события, мы как через какую-то глухую стену все чувствуем. Или как наоборот, мы какие-то моменты можем чувствовать более остро, а по факту они могут не иметь никакого значения. Поэтому пересмотреть многие свои жизненные постулаты вам придется, мои дорогие девы. И это как неожиданность. Здесь могут меняться обстоятельства или обстановка вокруг вас. И вас, видимо, подталкивает что-то выйти из зоны комфорта. Или это может быть достаточно, я предполагаю, какая-то сложная ситуация. Но она вам дана для того, чтобы, расценивайте это как волшебный пендель, иначе по-другому. Может быть, дева и не будет делать эту перезагрузку. А зачем делать? Правда, у вас же все нормально. В принципе, у вас все контролируемо. И тем не менее, вот этот контроль или вот эта база, она должна быть именно использована для какого-то вашего роста, а не для продолжения прежней какой-то истории или какого-то прежнего вашего направления. Новые цели, новые планы, новые возможности у вас появляются, они вас и ждут, и зовут, и поэтому решиться на что-то. Ведь это карта сомнений. Вот как раз сомнения, может быть, их будет много. Они, как глубокая философия на мелком месте, вам могут добавлять искажений. Для вас, в принципе, вы люди рациональные, вы люди надежные, как я уже говорила. И для вас любая неожиданность, где-то, если вы доверяете собственному шестому чувству, вы можете даже оценивать, что ну надо же, а я предполагал или предполагала. Я знал, что будут развиваться вот именно так события. Вы можете даже удивиться и где-то испугаться, что так работает ваша интуиция. И задача вашего знака зодиака на последующий период научиться слушать подсказки собственной души. Потому что это и есть старт в будущее. Но это сделать достаточно сложно. Потому что разобраться, да, что это, интуиция или сомнение. Так вот, глубокая философия – это не про интуицию. Потому что интуиция – это не что иное, как прекрасный тандем интеллекта и прежнего опыта. Но опыт, мы говорим, если сомнение – это эмоции. А наш опыт – это тот, который, как у мага, беспристрастный. Мы оставляем ситуацию,
но уже по этому поводу не переживаем. Это некоторое здоровое равнодушие и одновременно интеллект. И тогда для вас и нет ничего невозможного. Давайте узнаем, что же вас будет радовать, что вам будет помогать. Вы знаете, правда, вы можете изменить статус, как и по работе, два короля. Вы можете сделать какие-то очень важные согласования, подписать важные документы, у кого-то по части буквально личной жизни что-то пересмотреть. Кто-то построит карьеру, кто-то заключит новые договоры. И я должна сказать, период еще второй половины ноября-декабрь может быть связан с пересмотром контрактов, брачных контрактов, соглашений, подписанием важных документов. Может быть, это контракты или важные бумаги, которые касаются по работе, по каким-то отчетам, может быть и финансовым отчетам с учетом короля Пентаклей. Но какая-то перезагрузка, которая еще одновременно совпадает именно с документами, когда мы что-то прописываем на бумаге или делаем что-то по закону, или когда вам придется что-то согласовывать в высоких инстанциях, и в принципе вы можете поменять социум. И это все вам помогает. Вам будет помогать, для кого-то это проиграется, для людей, кто в паре, потому что по королю чаш тоже идет наш партнер. И неважно, может быть, еще и брак не оформлен, но вы вместе, словно одна команда, вы вместе заодно. У кого-то это тоже будет проигрываться. Помощь любимого вашего человека. Может быть, как какой-то дельный совет или помощь вместе, вы взаимосвязь, просчитать какую-то финансовую ситуацию. Или для кого-то ведь вы можете задуматься даже о совместном бизнесе семейном, и у вас это получится. Вот это все помогает. И есть какой-то как минимум один человек в вашей личной истории, которому вы можете прислушиваться и который вам будет конкретно помогать, причем искренне. Ну и я должна сказать, что вам помогает, если да, или что вас будет радовать. Личную жизнь для тех, кто один или одна, изменить можно. Было бы желание, мои дорогие, и без какой-то ненужной философии. Что же вам может помешать? Знаете, здесь по тузу Пентакли это, конечно, всегда, с одной стороны, может быть какое-то известие, может быть и какая-то важная бумага, документ или получение денег, кстати, такое тоже может быть. Но иногда проигрывается как какое-то известие, которого мы не ожидали. И оно нас так немножко ставит в тупик. Но в последующем мы понимаем, зачем все это было нужно. Я уже где-то вскользь об этом говорила. Но еще и как новые начинания. Тоже проходит по тузу Пентакли. И значит, может, что вам помешать? Вы где-то словно, знаете, что-то могли начать или в этот период вы можете пробовать даже не одно что-то, как новую тему или какую-то новую возможность, или новое предложение, или ваш какой-то проект. Но, скорее всего, здесь будет это не единственное. Скорее будет что-то еще, на что вам придется переключиться. И поэтому я сказала, если у вас что-то вы попробовали, как будто через опыт вы проходите вот это самопознание и одновременно путь наверх. Путь к новым возможностям. И даже если какой-то, допустим, проект у вас стопорится один, это не значит, что я сейчас буквально упрусь и так вот настойчиво, терпеливо буду это продолжать. Нет. Наверное, как вот в IT-технологиях есть такое, да, если где-то накосячил или у тебя что-то не идет, они не ищут ошибку, к примеру, в этом коде, они начнут переписывать заново. Вот. И где-то вы руководствуетесь этим правилом. Если видите, что какой-то проект хромает буквально, не упирайтесь в него, а пробуйте как раз что-то новое или ищите какой-то альтернативный вариант развития. То есть какая-то перезагрузка должна быть. Иначе, если мы где-то вот так упремся, то это нам будет попросту мешать. Давайте узнаем события, которые меняют вашу жизнь или как все обернется победой, мои дорогие. Шестерка жезлов, буквально венок победоносный. Ну или, безусловно, радость в каком-то вопросе, который вас в этот период, ну точно, и вдохновение, это и уверенность, и уже уверенность в завтрашнем дне. Поэтому что-то вы сделаете более чем хорошо. Победа будет. И от этого изменится ваша жизнь. Ну и в связи с победой, когда у нас, правда, что-то удается, мы себя по-другому совершенно чувствуем.
И, видимо, вот какие-то ваши достижения, они меняют и вас, и вашу жизнь в первую очередь. Но по части вас. Как изменится все-таки, или как жизнь, или как изменитесь вы, старший аркан. И это аркан умеренности, и вам придется что-то продолжать или удерживать эту победу. Для кого-то смена имиджа, смена статуса, когда придется быть настойчивым после того, когда приходит к вам уже победа. Вот эту победу нужно удерживать. Настойчивость будет не нужна, наверное, ну вот так вот безоглядно, когда вы что-то начинаете, потому что вы еще что-то тут можете корректировать, менять. Или вообще менять сам принцип какой-то работы, действий ваших, или какое-то новое даже начинание, то, что мы с вами говорили. А вот когда вы видите, в какой-то области приходит к вам успех, вот это нужно удерживать. И это длительное время. У вас не будет помех, вам никто не помешает. Но, может быть, это, как я уже сказала, даже через имидж вам придется как изменить статус или изменить отношение к самому себе. Может быть, мои дорогие девы, сломать о себе стереотипы окружающих. И это тоже будет и менять вас, и менять вашу жизнь, и менять какую-то обстановку и социум. Давайте мы посмотрим на карте Оракула, какой же нам совет даст карта. Достаточно интересно то, что нам говорит карта, что человек из прошлого может вернуться в вашу жизнь. И конкретно какое-то примирение возможно. Давайте мы еще одну карту достанем. Ну, кто знает. И надо сказать, планетарно ведь такое тоже может быть. Как и по Нептуну, так и по ретро-Урану, который уже с начала февраля окажется в прямом движении, а не в ретро. Поэтому возвращаться еще люди могут. И, в принципе, планетарно, опять же, если кто-то возвращается в вашу жизнь, значит, для чего-то это вам нужно, для чего-то вам этот человек дан. И вы даны также человеку. Какое-то взаимное сотрудничество или продолжение отношений определенно следует учесть. То есть будущее какое-то за этим хорошее стоит. Может быть, это просто дружеские даже отношения. Я такое могу допустить взамен прежней любовной истории. У кого-то и так проиграется. Жизнь наша непредсказуема, многогранна. А для кого-то напрямую вас... Тут выпал король чаши. Я говорила о том человеке, который вас поддерживает. И, может быть, просто карта нам говорит, даже если были какие-то недоразумения, вы не понимали друг друга, вот что будет как неожиданность где-то, то тут, скорее всего, вы все точки над «и» расставите. Больше и как и примирение, так и взаимопонимание. Алхимия, мои дорогие, вот буквально сильное влечение, магнетическое буквально, между двумя вами. Об этом нам говорит карта. Алхимия любви. То есть отчасти эта карта говорит даже о нашей близости или когда мы чувствуем, любим нашего человека не только платонически, а мы все-таки живые люди, живущие на планете Земля, и поэтому какой-то телесный контакт, тактильный, вот именно, чувствительность, это нежность, это забота, мои дорогие. Вот есть какие-то в вашей жизни или могут быть такие отношения, когда, безусловно, это нужно как и удерживать, и сохранять, по крайней мере, ваша личная жизнь будет способствовать вашим победам, это точно. Поэтому не будьте, я сказала, по королю Пентаклей, с вдохновением у него сложно. У него сложно именно где-то расслабиться или допустить, что не все нужно просчитывать. Чувство, эмпатию мы просчитать не можем. Есть ценности, а есть цена. И вот, может быть, эти два фактора, как цена и ценности, они должны взаимно дополнять друг друга. И здесь будет важно для вас не перепутать этот момент. И к чему же это все идет? Чем нужно руководствоваться? Ладно, достану еще третью карту. Как это все может быть объединить? И правда, мои дорогие, выражайте свою любовь. Это все то, что я только что сказала по этой карте. Или не по этой, по предыдущим. Можно сказать, что все карты Таро вас где-то к этому призывают. Умейте, может быть, выразить свою любовь, потому что конкретно какие-то ваши романтические, нежные чувства, они вам тоже будут помогать. Вот это самое вдохновение, может быть, вас даже призывает сделать романтический жест.
Не руководствоваться где-то сухими такими или очень практичными энергиями. Впустите в свою жизнь, мои дорогие, любовь. Есть тот человек, с которым вы можете быть счастливы. Буквально где-то чувствовать себя в безопасности. Прочувствовать с его стороны большую заботу. Но если мы не откликаемся кому-то, то тогда и человек, он словно в замешательстве, противоположный. А следует ли мне что-то продолжать, если я не нахожу отклика? Поэтому где-то в эмоциях, может быть, вам и придется их разделять. У вас сложные будут вот эти энергии, потому что маг, мы говорим, холодная карта. Но есть все же тепло, любовь, забота, доверие. И это играет очень важную роль в вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.